Да, начнем с медитации. Потом я расскажу немножечко о планах на завтра. Для начала в этой медитации мы стабилизируем наш ум. Для стабилизации ума вы можете использовать дыхание или визуализацию. А затем я проведу аналитическую медитацию, которая рассматривает то, почему мы страдаем. В аналитической медитации мы поговорим о 4 благородных истинах, которые преподал нам Будда. Вы можете лечь или сесть. So please start in your own way by finding your posture and relaxing and stabilizing the mind. Пожалуйста, в течение нескольких минут найдите свою позу, которая вам больше всего подходит, успокойте ум.
восстанавливаю мотивацию для того, чтобы сделать это. Я собираю себе идеи. О причинах моих страданий и неудовлетворенности. Для того, чтобы вдохновить меня. Утониться в страдании, избежать их и их причин. И быстро достичь просветления. Для того, чтобы принести благо и пользу всем живым существам. И пусть это станет очень реальным ощущением в вашем мире. Будда сказал, что есть страдания. Это правда. Это истинное страдание. И страдание, природа страдания – это неудовлетворенность. Возрастает как повторение неудовлетворенности, болезни. И присутствие более тонкого вида страдания во всех аспектах нашей жизни. Проверьте для себя это. Истинно ли это? Идите к некоторому заключению. Мы рассмотрели 8 мирских дхарм. Является ли счастье, которое мы в них находим, истинным, вечным счастьем? Или они уводят нас от страдания? Тонкой части. Являются ли они иллюзией?
переходим ко второй благородной истине. Истине причины страдания, которая является привязанностью, страстью. Мы очень хорошо знакомы с пристрастием. Также она известна нам как привязанность. Это цитата из учений Ламы Еши, над которой мы можем медитировать. Психология привязанности – это переоценка. Это нереалистичное отношение. Поэтому мы страдаем. И по этой причине именно по этой причине буддизм все время делает ударение на страдания, страдания, страдания. Западные люди не могут понять, почему буддизм так много говорит о страдании. У меня достаточно денег, у меня есть еда, у меня есть достаточно одежды. Почему я должен говорить, что я страдаю? Я не страдаю. Мне не нужен буддизм. Это неверное понимание термина страдания. Сама по себе привязанность – это и есть страдание. Мы проведем некоторое время, медитируя на сложности этой страсти, пристрастия. Так как мы не понимаем истинную природу вещей, природу вещей, так как они истинно существуют, мы постоянно пытаемся удовлетворить наше эго. Или самолелеющее я. Мы называем это самолелеющим я, потому что оно ошибочно верит в то, что если он получит то, что он хочет, он будет счастлив. Но ирония состоит в том, что отношение должно быть противоположное, то отношение, которое ведет к счастью, к истинному счастью.
это прекращение желаний. Вот это приносит истинное счастье. So this wanting leads us to commit many actions of Buddhism. Именно это желание заставляет нас, приводит нас к тому, что мы совершаем очень много действий тела, речи и ума. Недобродетельных. Недобродетельных, потому что они приносят нам и другим вред. Я бы хотела, чтобы мы медитировали над омрачениями. Омраченными состояниями ума. Те состояния, те вещи, которые, те желания, которые мы верим, что они приносят нам счастье. Но по сути своей являются полностью деструктивными. В этой медитации я хотела бы, чтобы вы исследовали некоторые свои омрачения, которые рождаются из страсти, и как они приводят вас к тому, что к причинам ваших страданий. Если мы не получаем то, что мы хотим, у нас развивается отвращение и гнев. Почему это разрушительно? Ведет ли это к гармонии? Дает ли это ощущение мира и покоя? Есть ли какие-то хорошие, благие последствия того, что мы чувствуем гнев? Подумайте о том, куда приводит гнев. Предрассудками. Ненависть к людям просто потому, что они другие, не такие, как мы. Нетерпимость. Гнев является самым основным омрачением. Если люди совершают вещи или поступки, которые нас не устраивают, с которыми мы не согласны, которые обращаются с нами плохо,
соответствии с тем, как мы думаем. Либо когда нас раздражают другие. Или мы находимся в состоянии фрустрации. Может ли гнев привести к чему-то хорошему? Гордыня. Подумайте о гордыне. Ощущение превосходства по отношению к другим. Ощущение жалости по отношению к другим. Развлечение только лишь плохого в других. Является ли гордыня чем-то хорошим? Зависть. Желание иметь то, что имеют другие. Нежелание, чтобы у других что-то было. Ощущение себя хуже, чем другие. Подумайте, куда это приводит. Существует еще очень большое количество омрачений. Давайте пройдем, давайте вернемся шаг за шагом. Жизнь является страданием. Причина страдания – это наша страсть, наше желание. И из-за нашего желания мы ощущаем все эти негативные, разрушительные эмоции. Все они имеют свою основу в нашем себялюбии. Давайте соотнесем это с нашей медитацией на 8 мирских дхармах. И почему мы принимаем прибежище? Будде, дхарме и санхе.
мы можем увидеть, если мы наблюдаем за своим умом, и в каждой ситуации в нашей жизни мы находим себя. И в каждой ситуации мы работаем над своими деструктивными эмоциями. То мы сможем развить совершенно естественное отречение от мыслей мирских забот. Последние несколько минут медитации, пожалуйста, помедитируйте над этим. Когда вы медитируете, применяя энергетическую медитацию, возможно, у вас присутствует некая смесь между визуализацией и анализ, либо как внутренний диалог, внутренние дебаты. Вы сфокусируетесь на концепции, на идее. И то, к чему вы стремитесь, это уверенность. Уверенность в этой теме, уверенность в этой идее. Принесите в свое сердце это ощущение отречения. Это маленький шаг в направлении понимания того, что приносит нам истинное счастье. В направлении того, как мы можем поближе познакомиться с нашим умом. Это является тибетским переводом термина медитация. Гом. Ознакомление с чем-то.
Когда мы почувствуем в нашем сердце ощущение уверенности или понимания этой темы отречения, мы можем завершить нашу медитацию. Comfortable with the meditation techniques practiced. Пусть вам будут комфортны те медитативные техники, которые мы использовали сегодня. Есть ли у вас вопросы в отношении этих техник? Может быть, кто-то ощущает какое-то смятение? Или у нас присутствует ясность или смятение? What's your name? Катя. How can I save this lineage of this thought, of this idea, this topic? I lose the idea, I lose the topic, and my mind goes. Well, this is because it's hard to stay relaxed. Это для вас тяжело найти именно концентрацию вот этого ума. So when I first started meditating, I found the method of notes, bullet points, very useful. Когда я начинала практиковать медитацию, я практиковала метод неких отметок в процессе заметок. During your meditation notes. When I started meditating, I made small cards. Я делала notes. Meditate on this, then there is this, then there is this. And then I could open my eyes. Да, когда я начинала медитировать и начинала свою практику, я делала некоторые карточки, на которых были записаны основные идеи, и во время медитации открывала глаза и опиралась на эти записи. I think, especially for analytical meditations, there are some good books which guide you through. В отношении аналитических медитаций есть очень много хороших книг, которые ведут вас поэтапно. Or you can listen to recordings of other teachers on guiding meditation. Либо вы можете послушать запись медитации, которую ведет учитель. So if you're wandering while if your mind is wandering while I am guiding you. Если ваш ум отвлекается в то время, как я веду медитацию, веду вас, then maybe it is something practical like the time of day. Some ordinary reason, like I'm tired. Да, возможно, для этого есть какие-то объективные причины, как вы устали, либо очень жарко в помещении. So you can choose when you do it. Вы можете выбрать время, когда вам это делать. Sometimes analytical meditation can rest us.
Иногда аналитическая медитация для западных людей, they also like to do it informally, им нравится делать это неформально. not just sitting in meditation, but going for a walk in the woods. Не только сидя на подушке для медитации, но и прогулка по лесу, во время прогулки. And thinking about this, И размышлять об этом во время прогулки. I too, in any situation in my life, it makes me meditate on one of the teachings. В любых ситуациях в моей жизни это позволяет мне медитировать на учении, на научных знаниях. And this is good because you're then bringing your skills, your understanding into all your life. И таким образом вы привносите вот это понимание в каждый момент вашей жизни. So if you are in his bar having a drink, Если вы, например, находитесь в том самом баре и также заказываете себе напиток, you can be observing people yourself, вы можете наблюдать за людьми вокруг и за собой. meditating on how your desire and how your mind is craving and wanting something. Да, наблюдая за тем, как ваш ум желает чего-то и не может остановиться в этом желании. What people are talking about and why. О чем разговаривают люди вокруг и почему они именно об этом разговаривают. И мы зарождаем Not judgment. не осуждение. Only they knew the Dharma, like I do. Да, посмотрите на этих людей, они не думают даже о дхарме, как и я. Otherwise, that is pride. Но другими словами можно назвать это гордостью, какой-то гордыней ощущением. And if you do things like that, you can go, oh, that's pride. Да, но если вы проводите подобное наблюдение за собой, вы можете заметить, что да, это So гордыня. we get a little bit objective mind watching us. So there's like blah, 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 and there's the mind that observes. Oh, that's pride. Да, мы можем разделить свой ум на объективный ум, который наблюдает нас в то время, как мы занимаемся обычными вещами, разговариваем. So I don't know if this is in Russian. Something like this. You have this in Russian? No. But yes, yeah. This is a very simple guide to all meditation. Эта книга, да, ее, к сожалению, нет на русском, она только на английском. Это очень простое руководство по всем медитациям. Very good, very useful. It has all lots of points in it, and then how to. Она содержит очень много именно пунктов, опорных пунктов и описание того, как медитировать. Lots of quotations and ideas to stimulate. С большим количеством цитат и некоторых идей, которые стимулируют ум для медитации. So you don't have to have it all up. Вам не обязательно иметь все это разом в голове и помнить об этом. Можете взглянуть и продолжить медитацию, потом еще раз взглянуть и таким образом практиковать. Okay, and the first question was some kind of comparison between analytical meditation and... Sorry, say that again. The first question was... Pasha has said that
Pasha, let's name from Pasha. There is analytical meditation and It's an analytical meditation. yes, and reading the, for example, the Four Noble Truths are similar in some way. Are similar? Yeah. So, or not. This is they are linked. They are linked. Они связь. 1, 2, 3, 4. They follow, but they are different. They state a different thing. Они следуют друг за другом, но они означают разные вещи. Окей, может быть, неправильно. Okay, if we turn back to the topics about the left and right part of the mind, of the brain, and reading belongs to the left part, and analytical meditation also belongs to the left part of the brain. I think you can get lost trying to find out which bit of the brain is doing what. Да, вы можете немножко запутаться и потеряться во всех этих связях между правыми и левыми частями мозга. Паша, я правильно тебя понял? Ты имеешь в виду, что в чем разница между чтением, когда ты читаешь и думаешь, и аналитической медитацией? Okay, there was the reason between reading and analytical meditation. This is always the question in our group here in Moscow. Is there a reason between learning some and understand some and analytical meditation? Difference. This difference. And just thinking analyzing what you read. Analytical meditation enables you to take a concept in and meditate on it. So it becomes the realization. Да, аналитическая медитация – это то, что вы понимаете этот объект и делаете его частью своего понимания, ну, то есть ощущения. Вы прочувствуете его, да, полностью. So, life is dissatisfaction, personal vision. That is a concept. Жизнь, она полна неудовлетворенности. Это первая благородная истина. И so then you hear all the teachings on old age, sickness, death, pervasive, growth, suffering, you hear about it. И затем вы слушаете учения на тему старения, болезни, да, и слушаете все это, анализируете. Только на интеллектуальном уровне. And then you discuss with each other. Yeah? Because the teacher's out of the room, then somebody says, what is suffering? And you all go, forgotten. Затем вы обсуждаете эту тему среди себя, да, потому что учитель, он покинул зал, и дальше задает кто-то вопрос, а что же такое страдание, и вы не знаете, как на это ответить. And then somebody says, life's great. And then somebody else says, well, not really. And then you have this going on. Yeah? И у вас происходит между собой дискуссия, кто-то говорит, что жизнь прекрасна, кто-то говорит, что жизнь полна страданий, и между вами происходит некий такой обмен мнениями. That process helps you get some conviction of life is. И такой процесс обсуждения дает вам некоторую возможность получить уверенность в том, что жизнь действительно полна страданий. Если бы вы не были согласны с этой идеей, вы бы сюда не приехали. А те ваши друзья, которые говорили, ой, да ладно, брось все это, пойдем в бар лучше сходим, они пошли в бар, но вы приехали сюда. Вы послушали это, вы согласились, что да, действительно это так, потом вы приехали сюда, да, послушали, и действительно это так. However, you will still keep going down the path. А в противном случае вы бы все еще... This is very English. Bar, I don't know what you have to drink, yeah?
Да, в противном случае вы бы все-таки пошли в бар и пропустить стаканчик. Even though you've discussed, you'll keep going back. Даже если вы продолжали это обсуждать, и вы обсуждали бы и слушали, вы бы все равно пошли в бар. So it's only if you meditate that somehow you're making some small change to your life, real change. И благодаря медитации вы делаете некие такие усилия, которые потихонечку, понемногу изменяют ваш ум. And it can take a long time, depending on how much you meditate and your karma. И это может занять очень большое количество времени и зависит от того, как много вы медитируете. For years, you're still meditating, still think life is something, but you keep going back to the pub. Да, конечно, может быть мысль о том, что да, конечно, жизнь полна страданий, но вы все равно продолжаете ходить в бар. Every time you go, I don't know why I'm going. It's only going to give you a headache. И да, даже продолжая ходить, вы не можете ответить на вопрос, почему вы все равно продолжаете туда ходить. You come away from the bar and think, oh, those people there talking about hunting and killing, it feels uncomfortable. But still you keep going back. И вы можете даже чувствовать себя некомфортно, когда вы сидите в баре, слышите людей, которые разговаривают о каких-то об убийствах, об охотах, и вы начинаете ощущать вот это неудовлетворенное состояние, что вам это не нравится. Но вы продолжаете ходить в бар, и тем же временем вы продолжаете медитировать на эту тему, и медитировать до тех пор, пока у вас не наступит некое отвращение к этой теме. Но это не означает, что сам этот процесс, он плохой. Это часть вашей практики, это ваше поле работы, и да, вы наблюдаете за своим умом в процессе того, как вы это делаете. Да, например, ходите в бар. Вы замечаете зависть, вы замечаете жадность. There's not going to be instant renunciation because we've got, that's so true. Да. У вас не может появиться, например, истинное такое отречение, просто потому что вы прочитали, да, и сразу сказали, о, это действительно так. Это такой процесс, который зависит от типа личности, от ваших каких-то особенностей. Это постепенный процесс. Потому что в нашем уме такое большое количество всяких привычек, которые мы приобрели, и очень сложно избавиться. Да, нам нужно продолжать спасибо дальше. So there are many methods to help us deal with our delusions and our problems. Есть очень много методов, чтобы справиться с нашими омрачениями и проблемами. And one of the methods is to use an opportunity like this. И одним из методов является использование возможностей, которые есть сейчас, например, у нас. When we are in a very virtuous, subdued environment. Когда мы находимся в очень благоприятной обстановке. To generate very virtuous. Для того, чтобы зарождать очень добродетельный ум. Мы находимся среди людей, которые нас поддерживают. Да, мы находимся в подходящей, поддерживающей атмосфере и окружении.
perfect opportunity for doing very, very virtuous actions. Это исключительная возможность для совершения очень добродетельных действий. So this is a very sneaky way of introducing the opportunity we have tomorrow. Это я сейчас представлю некую возможность, которую мы сделаем завтра. Now, this is your choice, but it is very common in retreats for teachers and students to do this practice and learn to do. Это, конечно же, это будет ваш выбор, но это принято, когда учитель и студенты, и слушатели делают такую практику. And it involves taking special vows for 24 hours. Эта практика включает в себя принятие на себя обетов на следующие 24 часа. And it is called the practice of the 8 Mahayana precepts. Это называется практикой принятия 8 махаянских обетов. So we take the 8 Mahayana precepts or vows for 24 hours. Мы принимаем на себя 8 махаянских обетов на следующие 24 часа. So as well as saying some prayers, как читая молитвы, we vow that for those 24 hours we will not do these following activities. Мы не будем совершать следующие действия, о которых сейчас будет рассказано. Также мы будем начитывать молитвы во время этой практики. And in this environment, they're quite easy to do. И в данном окружении, в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, очень легко соблюдать эти обеты. You have to remember they were originally designed for monastic community. Изначально данные обеты были созданы для монашеской общины. So the first one is not to kill. Первый обет – это не убивать. Second one is not to steal. Второй обет – это не воровать. Нет никаких проблем. Пока. Third one, no sexual activity. Maybe you can manage this for 24 hours. Следующий, третий обет – это никакой сексуальной активности. Возможно, мы с этим справимся на следующие 24 часа. No sexual activity, not even with yourself. Никакой сексуальной активности даже с самим собой. Or speak false words, no lying or pretending. Не лгать. No intoxicants, so that's including smoking. Не принятие каких-либо интоксикантов, в том числе сигарет, курение сигарет. If you're being very, very strict, then even caffeine, the tea and coffee. But that's okay. Но если можно соблюдать обет более строгим образом, то тогда в таком случае это не принятие различных кофеина, которые содержатся в кофе или чае. We won't mind too much. Ну, да, мы не будем. The next four are interesting. You should not, you make vow, I shall not sit on large, high or expensive beds. Я не должен сидеть на высоком, дорогом или каком-то еще сидении. If you have a book, sorry, I didn't know you Высокая, 44-я страничка. Там немножко... So basically, you're not putting yourself in a high position. В целом это касается того, что не ставить себя на очень высокую позицию, не высаживаться где-то очень высоко, как на троне. This comes from traditional ways of behaving in a monastery. Это корни этого
Обеты берут свое начало в монастыре, в традициях монастырских. Now this is the next one, which is the sticking point. I shall not eat food at the wrong times. Следующий такой пункт – это я не должен принимать пищу в неположенное время. Now I will come to the timetable now, because if you wish to take precepts, we will come together in here at 7:30 in the morning until 8:30 to take the vows and do some meditation. Мы сможем пойти в столовую по расписанию, но в 7:30 мы придем сюда, чтобы принять эти обеты. То есть, да, у нас не будет времени для обеда, для завтрака. Вы не сможете попить чай. Вы сможете попить чай, но главное никакой еды. Единственное время принятия пищи, которое у нас будет, это обед. Традиционно вы бы принимали пищу до 12 часов, то есть где-то в 11:30. Да, но так как у нас кухня здесь работает по своему расписанию, и так как не все люди будут принимать эти обеды, мы будем ориентироваться на расписание, которое у нас есть для столовой, то есть это час дня. Но и также никакого ужина, а напитки разрешаются. Вода. В воскресенье в 8 утра мы собираемся снова здесь, мы посвящаем заслуги от этой практики и читаем молитвы. Тогда у вас может быть уже и завтрак. И у нас будет 24 часа на то, чтобы контролировать свой ум и контролировать свою жадность, гордыню, какие-то омрачающие эмоции и все это практиковать. Считается, что от этой практики мы получаем очень большую пользу. Да, 5 минут еще. So, it's always as you imagine. So if you don't kill, then the benefits of abandoning and taking life is that your life will be very long over this life and future lives. Теперь о пользе действий, которые мы берем на себя, обет не совершать, например, обет не убивать, имеет свои последствия такое, что ваша жизнь будет достаточно долгой. Это и следующее. It's the same. If you go through all the vows, you can imagine, if you're not skipping calls by taking precepts and really focusing on being virtuous, then everybody will listen to you in the future lives. Например, если вы не будете говорить лживые слова, то в этой жизни и следующие люди будут хотеть слушать вас. So it goes like this. Many benefits. What you're doing is soaking the mind in virtue. То, что мы делаем в этой практике, это мы содержим наш ум в добродетельном состоянии. Instead of getting drunk on wine, you're getting drunk on virtue. Вместо того, чтобы быть опьяненным вином, наш ум будет опьянен добродетелью. And it feels very peaceful, and then when we dedicate it, it feels like we have achieved something very special, which is not easy to achieve in the world. И во время этой практики у нас будет ощущение, что очень мира и покоя внутри – это состояние, которое нам очень сложно достичь в своей обычной жизни в городе или где мы находимся.
время. And the last one that I didn't mention, the eighth one. Oh, sorry, no, there's two actually, but it's to do with not singing, dancing, and playing music. И еще несколько обетов, которые я не упомянула, это 2 обета, значит, не петь песни и не танцевать. If you're like me and you have a tendency to sing in the shower or somewhere, then this one is quite hard. Например, если, может быть, у вас есть привычка петь в душе, то тогда придется от нее отказаться на какое-то время. And we come here without any perfume, garlands, or ornaments. So no earrings, no mascara. No, we come here plain and simple. Также мы не должны украшать себя, то есть никакого мейкапа, никаких украшений, сережки или что-то такое. Очень просто и все без всяких. So we're having the outer shower and the inner shower. Нам нужно принять будет душ, скажем так образно, да, внешне и внутренне на один день. So that's the 8 Madhyan precepts. They have incredible benefits. They give us an opportunity to practice very purely in a very supportive environment. Это были 8 махаянских обетов, которые позволяют нам практиковать очень, делать такую чистую практику. Now, if you want to take the precepts, but you have some particular difficulty with eating because of a health condition, you can take the precepts, but when you come to say them out, you miss them out. Если у вас, например, вы хотите принять обеты, но не можете принять обет в отношении еды, то вам нужно будет по состоянию здоровья, да, то есть если это не получается, вам нужно сделать будет оговорку. Да, но это должно быть действительно по каким-то медицинским показателям. So if you don't want to take the precepts, some of you are very new, you have to take a refuge. Если кто-то из вас новичок и вы не хотите принимать эти обеты, you can take refuge. No. Some of you haven't taken refuge. Если у вас, кто-то не принимал прибежище, then this might just coming here to meditate might seem huge. Да, но то, что вы со своей стороны уже приехали сюда для того, чтобы медитировать, это уже великое дело. And this might seem very severe, very strict. И такие обеты могут показаться вам очень строгими. So if you think about it and you think, no, I don't want to, then there's no difference in the timetable. You go for breakfast, we all have dinner together, you have dinner in the evening, sorry, we have lunch together, you have dinner in the evening, we do everything else the same. Да, если вы не хотите принимать эти обеты, то расписание для вас остается неизменным, то есть у вас там завтрак, обед, ужин, все как положено. Есть ли какие-то вопросы? Да, если вы можете взять вот эти книжечки с собой, да, там есть молитвы, прочитайте их пока что. So tomorrow, if you want to take precepts, no pressure, no push, no force on you. If you want to take precepts. Окей. Если вы хотите принять обет, да, но не насилуйте себя. Да, на вас никто не давит, это добровольное желание. Если захотите принять обеты в 7:30 в это помещение. Все.
хорошей вам доброй ночи, если особенно вам вставать завтра рано. I'm going to stop here a minute, so you just do your best. It's impossible for me to know, isn't it? It's just how I'm going to do this. Because you have Tibetan? No. Yeah. Oh, I see. Lama Sangha Lama Cho. So you have refuge, you have generated bodhicitta, then you have purified force. Yes? It's same text. Okay.